Для своего хобби я освоил литье пластмасс под давлением. Довольно интересная, хоть и трудная технология, но самое, что впечатляет, это результат, который с помощью ее можно добиться. Самое главное, что нужно для этого, это фрезерный станок с ЧПУ. Ну и еще немножко нужна литьевая машина. Литьевая машина будет суровая и брутальная, поэтому для ее обзора как нельзя лучше подойдет серый фон бетона. До гидравлического оборудования я пока не добрался, поэтому новая литьевая машина будет тоже ручная, как и прежняя. Просто она будет несколько усилена, но при этом сделана более компактной. Конечно же, изначально был сделан проект в 3D-редакторе, но поскольку компьютера с собой в гараже нет, то делать пришлось по памяти. Машина вертикальная. Все будет собираться на общей вертикальной раме. Она состоит из 12-го швеллера, где подошва и стойка просто сварены между собой. Также предусмотрены отверстия с резьбой для крепления всех остальных элементов. И приварены длинные гайки М12 для крепления тяг. Еще одна деталь – это подвижный стол. Сварен из того же швеллера и уголков. Из уголков собран короб такого размера, чтобы он скользил вверх-вниз по вот этой вертикальной направляющей. Размер сделан довольно впритык, скользит не очень легко, но зато не болтается. Довольно хитрая получилась деталь. Это упор для материального цилиндра. Она будет на раме закреплена неподвижно, и цилиндр будет располагаться вот в этом окне. Материальный цилиндр длиной примерно 11,5 см имеет внутренний диаметр 10. При этом его объем около 9 мл. Но реально гранулы содержат много пустот, и работать с битком набитым материальным цилиндром не очень удобно, поэтому реально отливаемый объем, конечно же, меньше, видимо, в районе 6 мл. Но поскольку это у меня не производство, а хобби, а для хобби мне этого достаточно, то я буду использовать пока такой материальный цилиндр. В принципе, конструкция литьевой машины позволяет его в дальнейшем заменить на какой-то другой с похожими габаритами. Например, в будущем сделать его внутренним диаметром 16. Смотрите, соотношение плеч у рычага будет примерно 7 к 1. Я вешу около 90 килограмм. Вряд ли я к этому рычагу смогу приложить все 90, видимо, килограмм 60. Тогда на поршень будет воздействовать вес около 420 килограмм. Поршень у нас диаметром 1 сантиметр. Эта площадь примерно 0,78 квадратных сантиметров. Получается, что я своим весом смогу с помощью вот этого поршня создать давление порядка 535 килограмм на квадратный сантиметр. Поскольку этот материальный цилиндр уже работал, я уже знаю, что этого давления достаточно для отливки. И этого давления даже хватает, чтобы приоткрывать пресс-формы, которые заперты домкратом. Покрасим этот суровый аппарат в какой-нибудь веселый цвет. Вот так примерно эта литьевая машина будет выглядеть в сборе. Из листового железа выгнута воронка. Она установлена с небольшим зазором над материальным цилиндром. Не соприкасается с ним. Это нужно для того, чтобы воронка не нагревалась от материального цилиндра, чтобы гранулы попадали в относительно холодную воронку. Так с ними удобнее работать.
Также рядом с материальным цилиндром сделаны вот такие дополнительные упоры. Если пресс-форма достаточно широкая, упоры ложатся на ее края и обеспечивают дополнительный прижим к столу. Таким образом, форму не выгибает. Мои пресс-формы алюминиевые, и давление пластика вполне хватает, чтобы выгибать верхнюю половину. На этой литьевой машине я сделал направляющую для поршня, которая держит его всегда над осью материального цилиндра. Это нужно для того, чтобы не целиться на глаз в материальный цилиндр после загрузки, а попасть сразу. Однако с этой деталью возникли кое-какие проблемы. Хоть и были высчитаны все размеры, но все же сварная конструкция, размеры ушли. В результате, после сборки, поршень заклинило между материальным цилиндром и этой направляющей. И пришлось добавлять отверстия, нарезать там резьбу М4 и вкрутить регулировочные винты. Главные крепежные болты ослабляются, эти винтики подкручиваются, и таким образом удается добиться соосного расположения направляющей над материальным цилиндром. Позади стойки прячутся две пружины. Одна для удержания рычага в верхнем положении, а вторая опускает стол вниз вслед за домкратом, когда я его опускаю. Провода проведены через специальное окошко вертикальной стойки. Там проходит провод датчика температуры и нагревательного элемента. К нагревательному элементу подходит фаза и 0 сети 220 вольт. Также проведен провод заземления к самой стойке и к корпусной шине нагревательного элемента. Это обеспечит безопасность. В случае пробоя нагревательного элемента на корпус, просто сработает автомат в щитке. Вроде готово.